Это озеро имеет странный красный оттенок. В этом живет загадочное чудовище. Здесь есть поляна посреди леса, на которой гибнет все живое. А здесь целый лес, который стал последним пристанищем множества людей. Хотите вместе со мной разобраться в загадках этих мест? Тогда смотрите видео до конца. Приятного просмотра! Ну что ж, начнем, пожалуй, с классики. В 1964 году журналисты впервые упомянули словосочетание «Бермудский треугольник». В наши дни об этом месте знает практически каждый. Бермудский треугольник – это такая зона в Атлантическом океане, ограниченная Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико. Это место, окутанное тайнами исчезновений кораблей и самолетов, одна из самых загадочных и обсуждаемых аномалий в мире. Самое раннее задокументированное исчезновение в Бермудском треугольнике произошло в марте 1918 года. Тогда в этой зоне без вести пропал американский военный корабль «Сайклопс», на борту которого находилось более 300 человек. Проводились масштабные поиски, но ни корабль, ни тела так и не были обнаружены. Жутко, не правда ли? И это не единственный случай. В 1945 году здесь пропали целых 5 бомбардировщиков. Поисковый самолет, отправленный за ними, также исчез, добавив истории загадочности. В 1950-м потерялось торговое судно «Салливан», в 1954-м – военно-транспортный самолет с людьми на борту, в 1963-м – гигантский танкер, и это далеко не все случаи. Их сотни. Что же там происходит на самом деле? Честно говоря, ни я, ни ученые не можем дать вам единственно верного ответа на этот вопрос. Некоторые люди считают, что все эти загадочные исчезновения связаны с особым ландшафтом местности Бермудского треугольника. Другие уверены, что во всем виноваты сверхъестественные силы или инопланетяне. Я же считаю, что количество пропавших без вести судов и самолетов в Бермудском треугольнике в пропорциональном соотношении не намного превышает число пропавших в любой другой части океана. То есть никакого аномально высокого количества происшествий в Бермудском треугольнике не случается. Вот и все. Но как же пропавшие без вести таинственные исчезновения, просите вы? Объяснить это очень просто. В Бермудском треугольнике наблюдается сложная система течений, из-за которых, по утверждению специалистов, не всегда можно обнаружить точное место того или иного инцидента. Сложный рельеф дна усложняет навигацию и в условиях неустойчивой погоды оказывает прямое влияние на безопасность кораблей. А неустойчивая погода здесь действительно наблюдается. Эту зону принято называть аллеей ураганов. Здесь циклоны достигают пика своей активности, а ураганы, насколько мне известно, стремительны, непредсказуемы и безжалостны. Сложный рельеф, течение, ураганы – вот и вся загадочность. Так что давайте больше не будем размышлять об этом таинственном месте и перейдем к другим. Например, к этому. В глубинах провинции Сычуань в Китае, среди величественных гор и зеленых ландшафтов, скрывается лощина черного бамбука, место, окутанное легендами и мистическими загадками. Что же в ней такого мистического, спросите вы? Дело в том, что существуют многочисленные рассказы о необъяснимых событиях, происходивших в этих лесах. Одна из самых знаменитых и самых старых историй датируется началом 18 века. Тогда местный монах по имени Ли Цзинь ушел в лощину черного бамбука и пропал без вести. Говорят, он искал духовное просветление, но так и не вернулся. Также в 1950 году по неизвестной причине в долине разбился самолет. Никаких технических неполадок у судна не было обнаружено, а экипаж не сообщал о бедствии. В том же году, согласно статистическим данным, в лощине без вести пропало около 100 человек. Спустя 12 лет еще столько же. Исчезла целая геолого-разведочная группа. В 1966-м отряд военных картографов, которые занимались корректировкой карт рельефа этой местности. В 1976-м группа лесничих. Кроме того, в старинных рукописях упоминается, что в этом загадочном месте обитают духи и существа из других миров. Скорее всего, это связано с магической силой бамбука, который, по преданиям, притягивает к себе всякие сверхъестественные явления. Ну а лично я не верю в паранормальщину. Я, как и ученые, склонен к тому, что это место просто имеет тяжелый климат, часто меняющийся погодой, неожиданными ливнями, туманами или оседаниями почв. И это, скорее всего, и является причиной пропажи людей. Ну, если они там на самом деле пропадают. А теперь посмотрите на это странное место. Идеально очерченный круг посреди леса.
Чёртова, так принято называть эту мистическую поляну. Располагается она в самом сердце Уральских гор, в России. Здесь привычные нам природные законы кажутся нарушенными. Но почему? Самое заметное и необычное явление Чёртовой поляны – это полное отсутствие растительности на значительном круглом участке земли, окружённом густым лесом. Несмотря на многочисленные попытки людей посадить здесь какие-либо растения, они неизменно погибали. В этом месте погибает вообще все живое, даже пролетающие птицы и животные, случайно забредшие на поляну. Сначала они в ужасе убегают, а потом все равно умирают по неизвестным причинам. Местные жители говорят, что это место образовалось около 100 лет назад. Тогда в тайге произошел большой пожар, на огарках которого и появилась Чёртова поляна, наводящая ужас на людей и животных. Вообще, многие легенды окружают Чёртову поляну. Например, одна гласит, что в древние времена здесь было место жертвоприношений языческих богов, и что земля здесь до сих пор хранит следы древних ритуалов. Другая легенда связывает это место с инопланетными визитами, предполагая, что поляна – посадочная площадка для НЛО. А что, звучит правдоподобно. Посмотрите, какая идеально круглая, как раз для летающей тарелки. Что же говорят ученые? На экспедициях, проводимых в 1990-е и в начале 2000-х, изучались геологические и экологические аспекты поляны, рассматривались различные теории, от влияния магнитных полей до уникальных почвенных условий, но до сих пор не удалось объяснить причину отсутствия растительности на этом участке. И я, к сожалению, тоже не смогу дать однозначного ответа на вопрос, что же здесь происходит. Может, мне стоит самостоятельно туда отправиться и все изучить? А вот со следующим загадочным местом все более или менее понятно. На склонах священной горы Фудзи в Японии простирается лес Аокигахара, наиболее известный как лес самоубийц. Все началось в 1950-х годах. Именно тогда этот лес стали использовать как место, куда люди шли, чтобы покончить с собой. Японское правительство тогда даже перестало публиковать статистику самоубийств в лесу, чтобы не способствовать его популярности в этом смысле. Перед входом повесили плакаты с призывом не совершать роковых действий, проводились многочисленные психологические акции. Но властям не особо удалось добиться результата. В 1970-х годах писатель Сэйтё Мацумото написал роман «Черное море деревьев», в котором описывается история самоубийства в Аокигахаре. Этот роман окончательно превратил лощину в место с мрачной репутацией и поспособствовал увеличению числа подобных случаев. Но почему люди выбрали именно это место? Может, есть какие-то мистические причины? Демоны, призраки? Нет, дело в том, что этот лес довольно мрачный. Вулканические породы поблизости, создающие многочисленные пещеры, деревья и корни, имеющие жуткие очертания. Местами они растут настолько плотно, что препятствуют даже движению ветра, из-за чего в лесу стоит мертвая зловещая тишина. Возможно, сама обстановка подталкивала людей на мрачные мысли и поступки. При этом лес все равно притягивает любителей паранормальных явлений. Они все же верят, что здесь обитают сверхъестественные существа. Но я не могу с ними согласиться. Я в это не верю. Однозначно ясно только одно. Это место действительно загадочно. Хотя бы благодаря своей истории. Ну ладненько, теперь расскажу о природной аномалии. Смотрите, какое необычное озеро ярко-красного цвета. Расположилось оно у подножия вулкана Ольдоньо-Лингай, в северной части страны Танзания. Озеро Натрон действительно загадочное место. Одно из самых удивительных мест на планете, которое регулярно привлекает толпы людей. Почему? Все просто, во-первых, цвет. Это и так понятно. Вода в озере имеет высокое содержание солей и минералов, в том числе магния и натрия. Но источник цвета не соли, а солеустойчивые микроорганизмы и цианобактерии. Именно они дают интересный оранжево-красный оттенок этим водам. Кстати, вам лучше не совать в него руки, как бы не хотелось потрогать такую необычную жидкость. Она нагревается до 60 градусов и обладает экстремально высокой щелочностью. В общем, может оставить сильные ожоги. Не верите? Посмотрите на эти мумифицированные трупы животных на берегах озера Натрон. В основном это птицы и мелкие грызуны, ведь животные покрупнее и избегают этого озера из-за его ядовитых испарений. А почему же вода такая горячая? Самые внимательные заметили, что озеро расположилось у подножия вулкана, а он последний раз извергал лаву в 2007 году, следовательно, все еще является активным. Вот и нагревает водоем.
Исследователи и фотографы со всего мира приезжают в этот уникальный регион, чтобы изучить его и запечатлеть красоту. Тем не менее, остается загадкой, как жизнь существует в таких экстремальных условиях и какие еще тайны могут скрывать эти места, оставаясь неизведанными. Так, а что же это такое? Похоже на пень от гигантского дерева, но нет, это башня дьявола. Уникальное геологическое образование, находящееся в Вайоминге, США. Это огромный монолит, состоящий из вертикальных колонн базальта. Он поднимается на 386 метров над окружающей местностью, создавая впечатляющий вид. Так почему же это не пень? Ученые давно выяснили, что это лишь каменные столбы, образовавшиеся в результате остывания магмы и последующей эрозии, которая высекла уникальные колонны. Ладно, с этим разобрались. Почему эта так называемая башня дьявола вообще попала в эту подборку? И почему у нее такое странное название? Дело в том, что долгое время люди верили в искусственное происхождение этой горы. Ну и кто мог ее построить, если не дьявол? Ведь человеку не подвластны такие скульптуры. По своим размерам башня дьявола превосходит пирамиду Хеопса в целых 2,5 раза. А вот дьявол, да, мог бы. Ну или огромный змей, ну или змей просто застыл и стал скалой. Так рассказывается в одной из легенд местных коренных племен. Герой-индеец сразился с огромным змеем, который угрожал племени, одержал победу над ним, и тогда змей превратился в монолит. Так башня дьявола стала объектом повышенного внимания ученых и исследователей со всего мира. Я думаю, это действительно одно из самых загадочных мест на планете. Про следующее место вы, скорее всего, уже слышали. Оно имеет такую же огромную известность и популярность, как Бермудский треугольник. Я говорю об озере Лох-Несс в Шотландии. В первую очередь, это место связано с легендами о чудовище. Но также оно довольно популярно благодаря своим непроходимым туманам и загадочной таинственной атмосфере. Чудовище зовут Несси. История этой легенды началась в 1933 году, когда инженер Александр Маккалах рассказал, что заметил нечто странное в озере. Он написал, что увидел огромное существо с длинной шеей и головой, похожей на голову динозавра. Этот случай стал началом серии свидетельств и наблюдений, которые вызвали интерес мировой общественности. Так, в 1934 году под руководством зоолога Роберта Ренкена была проведена первая официальная экспедиция для изучения лохнесского чудовища. Однако исследования не привели к однозначным результатам, не разгадали тайну этого места и другие экспедиции, которые с тех пор проводились неоднократно. Ну, то есть так и не удалось документально подтвердить существование чудовища и тщательно изучить его. Тем не менее, многие люди все еще утверждают, что видели Несси. Сторонники его существования в доказательство своей теории приводят фильм, снятый в 1966 году служащим английской авиации Тимом Динсдейлом. Там видно, как громадное животное плывет по воде. Кроме того, летом 1992 года весь Лох-Несс был тщательно просканирован с помощью гидролокатора. Результаты оказались сенсационными. Подопечные доктора МакЭндрюса заявили, что под водой было найдено несколько необычных живых существ. Это, например, могли быть динозавры, которые каким-то образом дожили до наших дней. Исследования все еще продолжаются, и Лох-Несс остается одним из самых загадочных мест на планете, привлекая ученых и туристов со всего мира в поисках ответов на вопросы, связанные с его таинственной историей. Ну и, пожалуй, самое загадочное и непопулярное место из моей подборки – Чавинда, Мексика. Этот необычный город, согласно верованиям аборигенов, является центром пересечения реального и потустороннего миров. Именно поэтому здесь происходят различные невероятные вещи. Какие? Давайте по порядку. Необходимо упомянуть, что Чавинда интересует многих кладоискателей, ведь по преданиям здесь скрыты невиданные богатства. Правда, еще никому не удавалось найти эти сокровища. И вот как раз свои неудачи горе-кладоискатели нередко связывают с проделками потусторонних сил. Наиболее известный случай, по легендам, произошел в 1990-е годы. В ту ночь ярко светила луна, а небо было безоблачным.
Кладоискатели, находящиеся в этом месте, не нуждались даже в фонарях, чтобы видеть окружающий мир. Спокойствие мужчин нарушило странное явление. К ним приближался всадник, одетый в национальный мексиканский костюм. Но насторожил охотников за золотом не столько его вид, сколько утверждение. Всадник сказал, что увидел их с вершины далекой горы и доскакал сюда всего за 5 минут, что физически невозможно за такой короткий промежуток времени. Этот необъяснимый инцидент испугал охотников за золотом. Они побросали свои инструменты и тут же бросились бежать. А когда пришли в себя, начали сомневаться в увиденном. Но следующие события подтвердили реальность произошедшего. Позже, когда кладоискатели решили возобновить свои поиски, начали происходить еще более странные события. Их новые автомобили стали ломаться, и никакой ремонт не смог восстановить их работоспособность. Одна из машин даже стала невидимой для других водителей на дороге и была протаранена грузовиком. Эти загадочные неприятности продолжались до тех пор, пока охотники за золотом не приняли решение отказаться от поиска клада. Интересная, конечно, легенда, но, на мой взгляд, слишком нереалистичная. Особенно часть про машину, как бы смешит. Кто в такое, в общем, поверит? Глупости. Тем не менее, Чивинда, несмотря на свою небольшую площадь и удаленное местоположение, все еще привлекает тысячи туристов и искателей приключений ежегодно. Многие приезжают сюда в поисках духовного опыта, другие ради попыток раскрыть тайны этой местности. Остальные же пытаются найти тот самый клад. А какие еще тайные загадки хранит наша планета? Может, вы поделитесь своими историями в комментариях. На этом у нас все. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих видеороликах. И не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Пока.